Всем привет, меня зовут Катя, и в этом видео я хочу поделиться с вами, как вязала вот такую сетчатую авоську. Вязала я эту сумочку из пряжи Макарони ПП Макраме. Это полиэфирный шнур 2 мм. Здесь у меня один моток, у меня был только один моток, у меня была задача вписаться только в один, поэтому он здесь. Вязала крючком номер 3. Информацию о пряже я оставлю в описании. Сумка получилась не совсем большая, не объемная. Мне это очень нравится, что она такая легкая и изящная. Размеры сумки я также оставлю в описании. И давайте уже приступим к вязанию. Сумку мы будем вязать узором сетка. Для узора необходимо набирать количество петель кратное 3, плюс 1 воздушная петля для симметрии. Начинаем с донышка. Донышко будет определять размеры нашей сумки. Количество воздушных петель будет задавать ширину нашей сумки, да, то есть длину донышка. И для длины донышка я наберу 40 воздушных петель. Переходим на вязание первого ряда, делаем 5 воздушных петель. Из них 3 имитируют столбик с накидом, а 2 это воздушные петли, которые у нас будут между столбиками. И далее весь узор мы вяжем столбиком с накидом и воздушными петлями. Далее вот отсюда, да, из вот этой последней петли, которую мы провязывали, как будто бы выходит столбик. И мы отсчитываем от крючка 9 петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в нее провязываем столбик с накидом. Две воздушные. 2 воздушные в цепочке пропускаем, в третью провязываем столбик с накидом. 2 воздушные, 2 петли в цепочке пропускаем, в третью провязываем столбик с накидом. И так чередуем до конца ряда. Ряд закончим столбиком с накидом. И провязываю последний столбик. Первый ряд провязали. Переходим на вязание второго ряда. Все последующие ряды будут вязаться аналогично. Мы делаем 5 воздушных петель для подъема. Из них 3 это имитация столбика с накидом. И 2 петли это образование верхней арки квадратика нашего. И здесь уже просто мы будем в основание каждого столбика предыдущего ряда провязывать столбик. Да? Отсчитывать уже ничего не надо. И я провязываю вот так вот в раскол, проходя не просто под верхнюю горизонтальную, а именно в раскол, вот сюда. Вот так. И провязываю здесь столбик с накидом. 2 воздушные, накид, столбик предыдущего ряда, в раскол провязываю столбик с накидом. 2 воздушные, накид и в раскол столбика предыдущего ряда столбик с накидом. Так чередуем до конца ряда. И остается провязать последний столбик, делаю 2 воздушные. И здесь у нас цепочка из 5 воздушных петель. Проходим в третью от провязанного столбика. 1, 2, 3, вот сюда. И провязываем столбик с накидом последний. Провязали второй ряд. Переходим на вязание третьего ряда. 5 воздушных петель, как обычно. И повторяем все то же самое. Провязываем столбики с накидом в раскол предыдущих столбиков. Делаем 2 воздушные петли между столбиками. И так вяжем еще 3 ряда. Пожалуйста, самостоятельно свяжите. Всего у нас должно быть 5 клеточек. Донышко сумки провязали. Далее мы переходим на вязание по кругу. Будем продолжать вязать таким же узором. Нить не обрезаем.
Как обычно, делаем 5 воздушных петель для подъема. Я отмечу маркером начало кругового ряда. Далее работаем по боковой части, и здесь мы провязываем столбики в основании столбиков горизонтального ряда. То есть вот мы видим первый столбик, и вот сюда внутрь, в основании этого столбика, провязываем столбик. 2 воздушные. Следующее основание столбика, вот оно. Две воздушные. Следующее основание столбика. 2 воздушные. И подходим к углу, провязываем сюда 1 столбик с накидом, 2 воздушные, и сюда же еще 1 столбик для разворота. Далее 2 воздушные и двигаемся по низу. Проходим просто в основании столбиков. И мне остается провязать последний столбик, да, сделать в углу удвоение. Делаю 2 воздушные петли между столбиками. И там, где маркер, провязываю сюда еще 1 столбик с накидом. Да, первый у нас был сымитирован воздушными петлями, это второй. Между столбиками 2 воздушные. И закрываем ряд. В третью петлю заводим крючок, захватываем нить и проводим через петлю на крючке. Соединили ряд соединительным столбиком. Так будем проделывать в каждом последующем ряду. Провязали первый круговой ряд и переходим на вязание второго. Делаем 5 воздушных петель. Так будем начинать каждый последующий ряд. Делаем накид и проходим в раскол предыдущего столбика. Провязываем столбик без накида. 2 воздушные, в раскол предыдущего столбика, столбик без накида. Да, повторяем все точно так же, как и при вязании донышка, и двигаемся только по кругу, да, по вот этой стороне. Прибавок больше делать не будем, провязываем просто в каждый столбик по одному столбику, и между столбиками 2 воздушные петли. А вот наша прибавка предыдущего ряда. Мы просто провязываем в каждый из этих столбиков по столбику. И так двигаемся по кругу до конца, встречаемся в конце вязания второго ряда. А если еще не совсем понимаете, где у вас начало ряда, то обязательно ставьте маркер в то место, где у вас, откуда у вас была провязана цепочка воздушных петель. Это будет ваше начало ряда. И подхожу к концу вязания второго кругового ряда. Провязываю столбик в столбик предыдущего ряда. Да, и все, на этом больше столбиков свободных нет. Здесь мы в первый столбик провязали как будто бы, да, вот этими воздушными петлями, сымитировав столбик. Делаем 2 воздушные петли между столбиками, маркер убираем и закрываем ряд соединительным столбиком в третью петлю цепочки из 5 воздушных петель. 1, 2, 3 и закрыли. Все, провязали второй круговой ряд. У нас сейчас уже начинают загибаться стенки, подниматься вверх. Далее вяжите, пожалуйста, на необходимую высоту стенки, просто по кругу. Начинаем и заканчиваем ряд так, как только что мы с вами это делали. И это лицевая сторона сумки. Да, больше мы никак не будем переворачивать полотно, просто работать всегда на этой стороне. Все, вяжите, пожалуйста, на необходимую высоту стенки сумки и встречаемся, когда завершим вязание стенок. Я провязала 28 круговых рядов. По высоте сумка получается 31 сантиметр. На этом я остановлюсь,
потому что у меня остается совсем чуть-чуть шнура, и я хочу вписаться в один моток. Это у меня пойдет на ручки. И далее хочу сделать обвязку верхнего края. Добавлю ряд столбиков без накида. Буду провязывать просто под арку из 2 воздушных петель по 2 столбика без накида. Здесь не делаю воздушные петли для подъема, просто сразу прохожу в арку, провязываю 2 столбика в арку, дальше шагаю в следующую арку, 2 столбика, следующая арка, 2 столбика без накида и так далее по кругу. Итак, обвязку сделали, и сейчас закроем ряд имитации верхней горизонтальной петли. Обрезаем нить, оставляя хвостик подлиннее, полностью высвобождаем нить из петли. Так, вот наш первый столбик, проходим в эту верхнюю горизонтальную петлю этого столбика и захватываем нить, переводим назад. И возвращаем туда, откуда она выходит, да, вот отсюда. Проходим в перемычку, верхнюю горизонтальную, и подхватываем рабочую нить. Оттягиваем и вводим на изнаночной стороне между столбиков. Я для этого возьму крючок поменьше, чтобы было удобней. И просто в произвольном порядке, в разном направлении увожу нить. Далее переходим на вывязывание ручки. Ручка у меня вот такая тоненькая, изящная, для того, чтобы гармонично сочеталась с узором сетчатым. Для того, чтобы определить место для ручек, я ориентируюсь на прибавки в первом круговом ряду. Вот первая прибавка и вот вторая. И нахожу внутренние столбики этой прибавки, да, раз, два, ближе к центру которые. И с этой стороны тоже второй столбик ближе к центру. Поднимаюсь по столбикам наверх и отсчитываю третью клеточку. Раз, два, три. Ставлю сюда маркер. Поднимаюсь от второго столбика с другой стороны наверх. Раз, два, три. Третья клеточка от этого столбика. Все, вот отмечаю эти места и далее перехожу на вывязывание ручки. Работаю крючком номер 2 для большей плотности. Подхожу в правую отмеченную арку и буду работать с расколами столбиков без накида. Начало ручки у меня будет в первом, да, в правом столбике. Прохожу в раскол. Так. Подхватываю рабочую нить и провязываю первую воздушную петлю. Я наберу 90 воздушных петель, это мне дает примерно 51 сантиметр длины. 2, 3, 4, 5. Провязала 90 воздушных петель, цепочку выравниваю, чтобы она не была перекручена. И далее присоединяю соединительным столбиком в противоположную отмеченную сторону. Здесь уже работаю с левым столбиком, да, из 2. Прохожу в раскол, подхватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик. Далее соединительным столбиком шагаю во второй столбик на сумке. Так, в раскол. Подхватываю рабочую нить, провязываю соединительный столбик. И делаю воздушную петлю. И далее во внутренние стенки петель цепочки я буду провязывать по соединительному столбику. Так, вот эту не трогаем, это соединительная петля, да, петля присоединения. И шагаем в цепочку, в каждую внутреннюю стенку. И подхожу к завершению обвязки. Здесь также провязываю в первую воздушную, которая была у нас
у основания. Хвостик подтягиваю. И далее шагаю здесь уже в оставшийся столбик в раскол. Захватываю рабочую нить, провязываю соединительный столбик. Разворачиваю ручками к себе. И провязываю соединительный столбик в первый столбик, с которого у нас начиналась цепочка. Сделали соединительный и обрезаем нить. Полностью высвобождаем из петли, подтягиваем все хорошенько. И уводим хвостик сюда же, в раскол этого столбика, в который мы провязали этот соединительный столбик. Так, маркер уже можно снять. Здесь я еще перевязываю хвостики на узелок. И увожу в разные стороны между столбиков подальше, затем обрезаю, оплавляю и припаиваю к полотну. Итак, вот что получается. Обязательно сумочку еще нужно будет отгладить. Перед тем, как отглаживать, складывайте ровно друг к другу ручки. Сетку укладывайте также ровно, все распределяйте. И проглаживайте для того, чтобы зафиксировать ровное направление сетки.